Успешный бизнес – это тот, который готов оставить то, в чем он был успешен. You know, many businesses built their business on a product which they no longer even make. Многие бизнесы построили такие проекты, которых они больше не хотят оставаться. Because the world has changed. Потому что мир меняется. And so you got to be willing to let the past go sometimes. Поэтому иногда нужно принять решение, чтобы прошлое ушло. Try new things. Be willing to experiment. Начинай пытаться новым вещам, делать эксперименты. Be willing to take risks. Нужно иногда рисковать. Don't try and recreate the past. Не пытайтесь отобразить прошлое. And I would say a lot of the churches that we coach that are failures is because they saw the strategy. И многие церкви, которые мы учим, я говорю, что проблема это то, что мы пытаемся They saw our, они видели стратегию, a discipleship-based strategy. Стратегия, которая основана на ученичестве. That's where every leader is discipling 3 to 5 kids. Ну, когда каждый лидер берет ученичество над 3-5 людьми. And they say, wow, that's a lot of work. И говорит, вау, вот это много работы в этом. We did this in the past and we didn't have to do that much work. Мы делали так раньше, и мы хотим, чтобы так Let's go back to the way we were doing it. Давайте вернемся так, как когда это работало. And they try and recreate something in their past. И они пытаются отобразить то, что работало в прошлом. And they're stuck. И они застряли. That describe anybody here? Это кого-либо описывает здесь сейчас? Are you stuck because you're trying to recreate something that was great in the past? Вы застряли, потому что вы пытаетесь что-то сделать, то, что работало хорошо в прошлом. Number 3. Номер 3. Oh, I hear this all the time. О, я это слышу постоянно. Youth pastors come to me. Молодежные пастора приходят ко мне с проблемами. Trying to implement the strategy, they hit a brick wall. Они пытаются внедрить новую стратегию, и перед ними стена. I offer a solution. Я предлагаю решение. The first thing they say is, no, that won't work in our church. И первое, то, что они говорят, нет, так в нашей церкви не сработает. You don't understand our church. Вы не понимаете нашу That церковь. might work in other churches. Ну, в других церквях это может быть сработало бы. But our church has unique problems. Но у нашей церкви уникальная проблема. And a lot of churches are stuck. И многие церкви застряли. Because they think they have unique problems. Потому что думают, что их проблема уникальна. Oh, it doesn't work in our church. О, это не сработает в нашей церкви. And they think they're the only church that's suffering this problem. Я не думаю, что они единственная церковь, которая страдает от этой проблемы. I've heard youth pastors say, you don't understand our church. Я слышал, как молодежные пастора говорят, вы не понимаете нашу церковь. Our young people are just too busy to be involved in the ministry. Наши молодежные служители, молодежь, она очень занята, чтобы были в служении. That's unique. Это уникально. Everybody suffers from that. Все от этого страдают. Or, oh, our young people have so much homework. Или говорят, о, нашей молодежи столько работы по дому. Won't work in our church. Это у нас не сработает. Well, I've heard, one I hear all the time is, you don't understand our church. И одно то, что я слышу постоянно, вы не понимали нашу церковь. The people in our church don't like to volunteer as leaders. Люди в нашей церкви, они не любят служителей и волонтеров на лидерском уровне. They think they're unique. Они думают, что их проблема уникальна. Every church suffers from that. Каждая церковь страдает от этого. Their problems are not unique. Их проблемы не уникальны. Their problems are what every church suffers. Их проблема это от того, чего же страдают все остальные церкви. That they're stuck with their excuses. Но они застряли и пытаются просить прощения. And so then they go to the first reason, they try to find the next new idea. И поэтому они по первой причине они пытаются найти новые решения, новые идеи. I don't see this too often in Ukrainian churches. Я часто очень не вижу это в украинских церквях. But a lot of churches have this holy attitude. Но многие церкви имеют это святое отношение, that numbers are not important. Что многие не важны. Цифры не важны. Really, actually, the youth leaders have this idea that numbers are not important. Молодежные лидеры имеют эту идею, что цифры не важны. You know, but the truth is, но правда, истина в этом. We count what we think is important. Мы считаем то, что важно. And what we count, и то, что мы считаем, becomes important to us. Становится для нас важным. So if you have accepted the lie
that numbers are not important, Если вы приняли ложь, что числа не важны, that somehow counting numbers is unspiritual or unethical, что тот, кто считает и ведет счет, он не духовный, then you're stuck. то вы застрянете. Because numbers do matter. Потому что числа важны. I mean, you do need, what's the word? You need a critical mass. Does that make sense to you? Вам нужна критическая масса In order to start youth ministry. для того, чтобы начать молодежное служение. I mean, all you have is 5 teenagers. Все, что нам нужно, это 5 подростков in a big room. В большой комнате. That's not very inviting to visitors. Это не очень inviting. It's not exciting for young people to come. Это не очень ободряет молодежь, чтобы приходить. Now, if you only have 5 kids, То есть, если у вас всего 5 человек, then don't do it in a big room. то, может быть, большой комнаты не нужно. Meet in a nice home somewhere. Где-то встретитесь в доме, где приятно. But you need a critical mass, a certain number of kids, just to get things going. Но нам нужно вот это определенное большое количество людей, которые... So, yeah, when we started the youth ministry in Uzhgorod, we had 5 teenagers in our church. Когда мы начинали наше служение, молодежное служение в Ужгороде, у нас было всего 5 человек в молодежи, 5 подростков. So the first thing we did is we developed a strategy to increase that number. И первое, то, что мы сделали в стратегии, это увеличить вот это число. And by the end of the first year, we had 20 kids regularly coming to our events. И вот за первый год мы имели уже 20 человек, которые приходили. So we got our critical mass. Поэтому у нас была вот эта вот критическая масса. But all we did that year was just relationship, fun things. Но все, что мы делали, это просто отношения, просто веселые мероприятия. And we shared Christ at these fun things, of course. И, конечно же, на этих мероприятиях веселых мы делились Христом. And we had 12 kids come to Christ that first year. И вот 20 человек пришло за Христа, к Христу из этого. Plus our 5 church kids, so 17 of them are believers now. И где-то 17 человек из них сейчас верующие. And 3 weren't yet. And 3 weren't yet. И 3 еще пока нет. So then we started the discipleship Потом ministry. мы начали служение ученичества. We wanted to get that critical mass first. Мы хотели достичь эту критическую массу в первую очередь. If you don't think numbers are important, then you're stuck. Если вы думаете, что числа не важны, то вы застрянете. A room with nobody in it is not very inviting. Место, которое никто не посещает, оно не очень приятно. Now, having said that, I want to be very clear. Ну, я хочу сейчас прояснить это. A bigger youth ministry does not mean a better youth ministry. Большое служение не означает лучшее служение. I think a lot of times youth pastors, when they get together, Я думаю, что часто, когда молодежные пастора встречаются, they do a lot of damage to each other. они делают друг другу много вреда. Because when you get together with another youth leader from another church, Когда нужны новые молодежные лидеры из другой церкви, one of the first questions you ask is, how big is your youth ministry? когда мы встречаемся, первый вопрос я спрашиваю, насколько большое твое молодежное служение? And we measure our self-worth on the size of the youth ministry. И мы свою самооценку вычисляем таким образом, насколько большое наше служение. That's not healthy. Это нездорово. Many very important things happen in small groups. Очень многие вещи, важные вещи происходят в маленьких группах. But some numbers are important. Но некоторые числа все-таки важны. Imagine going to the beach with your family. Let's pretend you went to the beach with your family. Представьте, что вы куда-то идете с семьей. And you have 3 teenagers as your children. Вы идете на пляж, и у вас вот 3 детей подросткового возраста. Okay, they're not going to hang out all day with you. И они, конечно же, не будут с вами тусоваться весь день. You know what happens? You go to the beach, they take off. They go off on their own somewhere. Они все равно куда-то уйдут. And so you tell your 3 kids, И вот вы говорите своим 3 детям, at 7 o'clock we're going to meet here and go home. в 7 часов мы здесь встретимся и поедем домой. And you spend your day at the beach. И вы проводите свое время на пляже. At 7 o'clock you arrive at the location. В 7 часов вы приезжаете в место, где вы договорились. And only 2 of your kids are there. И только 2 из ваших детей там. You can't see the 3rd kid anywhere. И вы нигде не видите 3-го ребенка. Do you say, well, at least I got most of my kids, И вы говорите, ну, в принципе, большинство детей есть. and go home? Все нормально, можно ехать домой.
No, you look for that third kid. Нет, вы ищете своего третьего ребенка. Why? Почему? Because he or she is yours. Потому что он или она ваша. That's the number that becomes important to all churches. Вот это число очень важно для церквей. How many kids are yours? Сколько детей ваши? That's the number you need to determine. Вот эти числа, которые нам нужно считать. And when you set goals for the future, И когда мы будем идти в будущее, how many kids do you want to be yours? сколько детей вы хотели, чтобы они остались вашими? Those are the numbers that are important. Вот эти числа важны. That's a good number. Это хорошее число. How many are yours? Кто из них ваш? A bad number Плохое количество или число? is how many young people attended club last week. Это сколько молодежи клуб посещали на последней неделе? I don't care about that number. Ну, мне не важно конкретное количество. How many of our kids Сколько из наших детей attended club last week? посещали клуб последней неделе? That's what I want to know. Вот то, что мне нужно знать. And if we have 5 kids, Если у меня 5 детей, I'm not going to put the expectation on the youth leader to have 20 kids at the youth club. я не буду ожидать от лидера, чтобы 20 человек пришло в этот клуб. The expectation is that our kids are there. Мое ожидание – это то, что наши дети будут там. A good number is how many adult leaders do we have to provide leadership to the young people. Хорошее количество или хорошее число – это сколько лидеров у нас есть для того, чтобы были в служении. You need at least one leader for every 10 kids. Если у тебя один лидер, который работает с 10 людьми, It's better 1 to 5, but at least 1 to 10. ну, конечно, лучше 1 к 5, то есть чтобы один лидер был на 5 человек. Но иногда, You need to know that number. по крайней мере, 1 к 10. How many adult leaders do we need? Ну вот это число нам нужно учитывать. Сколько лидеров нам нужно? A bad number is, do we have more kids coming this year than last year? Do we have more kids coming this year than last year? И плохое число – это сколько конкретно человек пришло на последней неделе. Maybe you do, maybe you don't. То есть, может быть, ты считаешь, может, нет. That number doesn't tell me anything. Это количество, это число ничего мне не скажет. A good number. И хорошее число. How many visitors did I contact last week? Сколькими посетителями я связался, я пообщался на последней неделе. That's a good number. Это хорошее число. I need to know that number. Мне нужно знать это число. A bad number is how many visitors did we have last week? А плохое число – это сколько посетителей всего было на последней неделе. You understand the difference between good numbers and bad Вы numbers? понимаете между хорошими числами разницу и плохими Bad числами? numbers are those that we want to make ourselves feel better. Плохие числа – это те числа, которые делают, или мы хотим, чтобы из-за них мы чувствовали себя хорошо. You focus on those numbers, it's not healthy. Если мы фокусируемся на вот этих числах, это не здорово. Focus on who is yours. Фокусируйтесь на тех, кто ваши.